Так, подходим к порту назначения. Ты давно пришел? Да минут 7-8. А как ты приехал? Оттуда заезжал или отсюда? Оттуда? Дорога, конечно, капец просто. Ага, ясно. Столько завалов и свежие завалы. Так, друзья, все, мы прибыли. Вещи выгрузили. Все вещи здесь. Все на месте. Но мы сейчас с гостем, с тезкой, с Юрой попробуем, проплывем, попробуем щуку, будет клевать щука или нет. И на судака попробуем там часик, в общем, пару часиков поплаваем, попробуем половить хищную рыбу. Ну, не знаю, получится, нет. Ну, а Алексей сейчас будет заниматься здесь. Так, ну что, прибыли мы на точку и попробуем первый заброс сделать. Поставил я первую мандулу, друзья, вот такая вот мандула. Вот. Первый заброс попробую. Вот туда. Опа. Груз где-то 14 грамм, наверное, грузик. В общем, посмотрю сейчас, что у нас тут. Глубина большая, долго. Опа, есть. Опускается груз. Так. Солнышко, конечно, в глаза здесь неудобно. Что-то зацепился, наверное. Какие-то якоря. Да какие тут якоря? Что мы только с Юрцом не пробовали. Юрик уже на ратлины перешел. Или на вибы, как их правильно называют. То ли ратлин, то ли виби. Но я на резину поставил резину такого карамельного цвета. В принципе, должна бы работать. Но поклевок нету. Не знаю, может груз надо поменьше поставить. Грамм 12. Перехлестнулась. Сама себя словила. Вот такая, видите, вот. Но не хочет пока. Сейчас еще раз заброшу, попробую. Не хочет. А причину... Смотрите, рыбы сколько стоит. Тут
Там мы сейчас по косой преодолеваем. А вот если так... А тут вообще стая бешеная стоит. Смотри, Юра. Видишь, что творится здесь? Можем сейчас отойти, попробовать здесь сюда бросить. Метров 20. Ох и толпа. Смотри. Наверное, я тоже искал. Сейчас еще полчасика побросаем. Если нет, то, может, проедем на щучку, Юра. Ну, раз мы не умеем ловить судака, что делать? Сзади нас там рыбачок у нас стоит. Ну, разговариваю тоже, что плохо клюет, нет поклевок. Ну, а вообще-то при нас он вытянул одного судачка, да, Юра? Да, небольшого. Небольшого судачка такого, не знаю, может, с полкилограмма, наверное, такой небольшой судак. Хотя их, в принципе, и запрещено такие брать. Ну, он же его выпустил. Да? Ну, он его и выпустил, вот Юра говорит. Правильно сделал. Ну, то, что там, ну, совсем брать нечего. Когда эту машину бросали, Так, кидаем якорек. Ну, тут тоже, смотрю, я трава. Насколько? Вот с того вот аппендицитика. это что, каната или что-то? А? Каната или что-то такое. Такое? Хер его знает. Бля. Бляха-муха. Что, поклевка была? Да, есть оно, на. Смотрите, что, Красный. друзья, оба, это вообще кошмар. Вот это да. Друзья, вот это улов. Заглот. Ля, это я первый раз такое встречаю. Красноперка такая так взяла. Это все. Вот уже на жареху есть. Смотрите, это, друзья, первый трофей на красноперка. Да. Хорошая красноперочка. Так, а куда же ее деть, а? У тебя нету здесь этого? Нет, сумка такая просто есть. Есть сумочка такая. Давай ее туда бросим, сумочку. Опа. Она аж выпрыгнула. Я смотрю, такой удар, только ныть, она выпрыгнула и схватила. Это надо. Ты Бросай представляешь? туда, и надо что-то такое другое. Если бы вертушечка манюсенькая была, они хорошо берут. Да? Это Так, Юрец, давай ты уже слови щуку, чешу. Я не знаю, чтобы уже на сковородку хоть было. Так. Ну я не думал, это надо, бляха-муха, красноперка. И это первый раз такой вот у меня. да, тут уже. А? Да ну такой воблер здоровый. Такой воблер. Это ж 120, 120, по-моему, воблер. Юра. 130-й такой. Не хочет.
Вот туда сейчас попробую. О! Вот это вот я куда кинул, там вот где камыш заканчивается, там была протока такая, и там дальше еще один залив, а сейчас заросла. Утка подтверждает, говорит, да. Такие места лынки любят. Я только не пойму, где щука делась? Тут он в этих местах работал самый лучший, вот этот воблер с красной головой. Не знаю, как сейчас будет. Я его сегодня еще не цеплял. Ну, сейчас еще десяток раз кинем и поедем к лесному домику, да, Юрик? Мы там будем заниматься, а ты удочки, я тебе дам дальняк, заброс и прикормки сделаем и занимайся. Что там интересно, Алексей думает, не доедут, наверное, домой назад. Там уже пирожки печет. Лёш, ну пока суть-то дело, отведу я пойду Юру на рыбалку, покажу ему место хорошее. Вот. И потом приду к тебе, здесь будем начинать ложить чурку. Там просто на то место, куда мы идем, там близко русло. И можно с берега прям бросать на русло. Вот. Так, вот мы, Юра, и пришли. Друзья, мы здесь когда-то были на этом месте. Вы видели, мы здесь жарили шашлык и рыбачили тоже. Но ловили, в принципе, только лишь одну, тогда это была весна, по-моему, да, по весне, с Алексеем мы здесь были. И ловили, здесь, в принципе, одна плотва ловилась. Вот. Ну а сегодня я надеюсь, что здесь можно будет с берега ловить леща, так как русло здесь недалеко, буквально 30-40 метров, да не, ну больше, наверное, метров, может, до 50 метров, и начинается русло. Поэтому сейчас опускаемся мы, настраиваем все снасти, Юра здесь останется, я его здесь оставляю, вот, и, да, и начинает рыбку ловить. Все, давай, Юрик, опускайся тихонечко, смотри, здесь аккуратно. Ну, 70 метров где-то, да. И поплавочек туда же такой же вешай. Юра, что, значит, я пошел, снасти настроили, все здесь порядок. Юра здесь будет сидеть, попробует половить, может что-то здесь клюнет неплохое, ну не знаю. В общем, разберешься, если что, звони, я на связи там. Все, Юра, садись, присаживайся, я пошел. Так, ну все, я подхожу. Так, Лёш, ну что ты тут? Расскажи зрителям, что ты здесь сделал. Чаек пьешь. Не, я вижу чаек. До чайка, смотрю, тут уже начал. От угла. Да, 5 кирпичей. 5 кирпичей Алексей, говорит, положил. Вот, друзья, видите, положил Алексей здесь на низ бревна. На эти бревна выкладывает чурки.
Получается, что ты думаешь? Это не сильно с раствором получается, в плане, что корыто, конечно, было бы намного удобнее. Я там как планировал, что вырыть там в глиняном уступе и в нем прямо замешивать. Ну тут вот пытаюсь на фанере, видишь, вот залил, Ага. замочил, сейчас буду Вот замешивать, принесу еще. Алексей здесь, Просто видите, вот фанера. время уходит на то, пока глина намокнет. Вот в чем самая большая проблема. Ну не так уж и много, там она, в общем-то, такая рассыпчатая и быстрая. То есть, там, минут 15-20 она уже размокла. Это не то, что бывает, куски положишь, они сутки там напитываются водой. Это быстро, вот она полностью размокает. Так, ну я думаю, сейчас пойдет дело побыстрее. Я сейчас пришел, сейчас принесу, будешь потихонечку там ложить. Я буду тебе подмастерье, как говорится. Да Там, я, если честно, так что? потихоньку не спеша. Ты можешь заняться рамами, чтобы друг другу там не мешаться. Да могу и рамами заняться. Могу рамами заняться. Сейчас, в общем, посмотрим. Я вот видишь, Что такое? натянул веревочку. И у меня Угу. теперь она движется, ну, будет в каждом рядочке, я смогу ее, ну ты понял. Вот эту шнурок я натянул по уровню, по отвесу. Да, кривенько столбик, но что поделать. Ну да, ничего. Ну а здесь он выйдет. Сюда. Я думаю, это... Я же говорю, мы в бильярд же не будем здесь ставить. Не надо очень долго. Ну да, я думаю, что в бильярд играть мы не будем. Здесь стол тоже. Так, ну ладно, что-то сейчас начнем делать. Собирался я идти за очередной порцией глины на замес. Ну, пришел Юра со свежими силами, со свежими мыслями. Короче, отобрал у меня лопату. Говорит, сейчас вырою посреди домика корыто огромное, так, чтобы с одного замеса всю стенку положить. Так, ну всю стенку, конечно, мы не будем залаживать, но чтобы было... Да, правильно. Говорит, ты на этой фанерке будешь до белых мух копать, мешать. В общем, вот такая вот у нас идейка. Да, друзья, ну в принципе на эту идейку натолкнул меня Леша. Говорит, так и так, я вот думал там, что мы в землянке, я бы там где-то в глине выкопал корыто. Я говорю, что ты там будешь в землянке? Я говорю, сейчас мы здесь выкапываем корыто, метр на полметра, выкопаем на штык. Туда берем целлофан или есть баннер у нас. Вот, туда ложим, глину туда насыпаем, туда воды, все это размокает, и все. И будет куча у нас раствора. Так же ж? Все, Да. занимаемся. Но я убедил Юру делать ее именно по центру, потому что он хотел где-то здесь, но Ну думал, а потом да. убегать на другую стену. Да. Так она будет здесь, и все, в принципе, все стены сможем сделать. А потом яму засыпем дальше. Так, все, занимаемся. В принципе, мы так. Просто она в длину будет стекать сильно. И сильно большую не буду делать. Давай я сразу принесу кусок баннера и примерно понимать, какой баннер. Давай. Неси баннера кусочек. Сейчас мы, чтобы по баннеру, чтобы понимать, какой ширины делать. Все правильно. Сейчас я покуда мусор отсюда. Вот что я и хочу сказать, друзья. То есть одна голова хорошо, две лучше. Один одну мысль говорит, другой другую мысль говорит. И я считаю, что это правильно. Хотя некоторые, кто-то мне написал, что на стройке должен быть один прораб. Прораб должен быть один. Ну, друзья, я считаю, что советские времена прошли. И сейчас должно все решаться вместе. То есть одна голова хорошо, а две еще лучше. Да.
Корней здесь, конечно, мелких полно. Корней, конечно, здесь от травы, от всякой всячины здесь полно. В принципе, здесь мы можем намешать сразу таких больших ведер 10. То есть литров, ну 10 не 10, но ведер 5 точно, наверное. Прям лопатой размешать. Все. Так, дела у нас гораздо быстрее пойдут, друзья, чем мы будем вот это вот возиться в ведре, мешать. И хватит нам на 3 чурки положить. А здесь нужно будет только успевать пилить эти чурки. Опа. Это, как я знаю одного знакомого, он строил себе дом и заказал в дом бурильщиков, чтобы они ему выбили скважину вниз, пробурили. И бурил он у себя ее в кухне. Прям в кухне бурил скважину. Еще стены уже были готовы, а еще не была готова крыша. И бурильщики пришли и прям в кухне ему выбурили скважину. То есть скважина прям здесь. А там яму сделал и прям с кухни опускается в скважину. Если вдруг что-то случилось. Не замерзнет, не тянуть далеко в воду. Точно так и мы будем. Чтобы далеко не ходить. Вот такая ямка. Ведер 5-6. Можно будет сюда загрузить глины. Размочить. Покуда будет размачиваться, 5 минут отдохнуть. Мешай и лепи. Ну и вот так вот, друзья, все это выглядит. Вот такая вот получается яма. Где-то яма выкопанная, ну, наверное, больше, где-то на 1,5 штыка. Вот, я думаю, достаточно. Ведер 10 сюда можно спокойно глиной положить, размочить, размочиться здесь и перемешать и класть. Или ложить в стену. Так, что, один слой был? Тут дырочка какая-то, ну то не... Да, она сейчас насыпется. Все. Все, корыто готово. Сейчас будем опробовать. Заполнять. Тут, если что, и купаться можно. Ну да, поглубже прокопать. Все, засыпай. Первый пошел. Ой. Лопату забирай. Забирай лопату. Еще ведер хотя бы 5-6 надо. Так, заливаем водичку. Сейчас Леша пойдет глину копать. Ну а я водички еще принесу. Наверное, надо будет воды. Есть. Сейчас немножко лопаточкой. Ну, Алексей идет глину копать. А я сейчас пойду водички наберу.
Тут неплохая глина, да? Она разная. Я не пойму, вот это вообще что такое. Ну это уже тоже глина, но это белая, она с камнем, видишь, идет. Это белая глина. Она, видишь, и рыжая, и Ну да. коричневая, и белая. В принципе, разводится и лепится И та, и неплохо. та. Ну там камень, видишь? Там камень, а в этой вроде меньше камня, да? Так, ну я иду. Сейчас наберу водички. Туда надо, наверное, флях 5 воды, наверное, надо. А тут уже с пеной набежало. Все как положено. Тут ямку Алексей выкопал. Опа. О, водичка отстоялась уже. Кстати, друзья, здесь же, в принципе, смотрите, водоем рядом. Если сюда привезти бур, даже такой обычный бензинный бур, и удлинители сделать, ну где-то 100, например, и можно прямо в лесу здесь с краю спокойно пробурить метра 4. И я думаю, там будет вода уже. И вода должна быть чистая. Отличная мысль у Алексея сработала, что нужно выкопать ямку здесь для того, чтобы набирать водичку. Опа. Да, дело в том, что еще проблема в том, что глина, она минут 10-15, а то может быть и 20 нужно ждать, покуда она размочится. То есть, когда уже она размокнет, тогда уже можно ей работать. Так, освободите место проходящему поезду. И заодно водички. Мало, еще давай. Ты ее не вылил. Да, не вылил. Пустая. Фух. Что, может попробовать уже замешать? Да ну еще мало, раз замешаем, еще хотя бы ведра 3. Ты сказал, что сюда 3 ведра только влезет. А смотри уже сколько здесь. Сколько ты? Это? Я уже за 5, наверное. Да ты откуда тут 5? 4 может быть. Так, сейчас баклажку я принес, водички вылью. Пол ямы только, надо еще чуть-чуть. Нарежем. Надо хорошо вот те залить. Так, очередная порция. Залазь, ты ж свинья. Не надо, скажи, Карлос, я не свинья. Так, я сюда 2, наверное, фляжки. Ну, не знаю, может быть, уже и хватит на пробный этот самый. Что ты Ну, думаешь? я лопату там оставил, так что еще одно ведро. Ну, давай еще одно ведро притяни. Это, смотри, вырыл там же вот эту ямку, чтобы удобнее Да. баклажку набирать. В принципе, копается неплохо. Там такая, как глинистая. Камни попадаются, но они такие влажные, что режутся лопатой, такие камни. И можно, в принципе, сделать там поглубже такой прямо колодец, такой, чтобы волной не забивало, но как бы сообщение ну, под землей да, проходило. Можно набирать воду, посуду мыть, да? Ну да, да, Обложить да. камушками красиво его. Если вода дальше не уйдет. А вообще она должна все равно там проходить. И она будет просто На этом чистая. уровне, да, должна просачиваться. Надо будет попробовать порядок там выкопать такой большой. Так, все это высыпал, чтобы хорошо она пропитывалась. Ладно, еще ведерко наберу. Давай. Я уже пока не буду воду. Или еще схожу, еще наберу воды. На всякий случай. Лишнее не будет. Жидкой пролить. Карлос, ты тут под ногами путаешься. Опа.
Так, сколько, Леш, будем лить? 2? Давай пока одну, потому что вроде как одна баклажка была на ведро, а ты вроде как одну лишнюю не бросил. Ну да. Она должна постоять чуть-чуть. Размокнуть. Суховатый раствор. Говорит, не раствор, а тут суховато. Наверное, еще надо. Видишь? Или ждать. Ну, буду густовато, все равно выливаю я и это, наверное. А ну, лучше. Ну, видишь? Дышит оно все, но ее надо заливать хорошо, чтобы оно было. Его редким все равно надо это самое перемешать. Ну, тут хоть емкость, это видишь какая будет. И лопатой прям бери, никакого мастерка тебе не надо. Вот тебе мастерок, видишь какой. Ну, вот видишь, а если бы я взял мастеров из машины, То в ведре бы возились, да? да. Ну, ты знаешь, вот это, наверное, предел. Но может еще ведро максимум. Алексей говорит, что мы переходим на промышленные масштабы. Так что... Нет, ну мастерка, конечно, нету, это не очень хорошо. Мастерком, конечно, удобнее, чем лопатой. Но, друзья, скажите, что вот эта мысль конкретная, это не то, что в каждом ведре вот раз замешал, и можно положить, в принципе, целый ряд. А тут можно еще сделать поглубже, ну еще как ну, пару ведер, это запросто можно сделать. Если положить вот там вот по периметру чурочки длинные, вот. И можно, в принципе, сделать еще это гораздо лучше будет. О, хороший раствор, да. И бетономешалка не нужна. Леша сюда набросал, а мы отсюда перебрасываем туда. Опа. Это знаешь, как анекдот? Это не анекдот, а живая быль. Я же тебе рассказывал, что я работал на шахте, работал грозом. И вот мы приходим наверх лавы. И там нужно было заготавливать лес. Ну, лес приблизительно ну, вот такого вот диаметра, сантиметров около 15, 10-15 сантиметров. Ну и бывали, конечно, и по 20 сантиметров. Ну и берешь же лес большой, длинный. Он где-то 2-метровый, бывает 2,50. На плечо и несешь же. Ну а чтобы 10 раз не ходить, мы раз, 2, а то и 3 возьмешь и несем. Раз смотрим, идет навстречу один какой-то, одну взял и понес. Ты что делаешь, бляха-муха? Он, а я не ленивый, я лучше еще раз приду. А покуда он пришел, мы уже весь лес переносили. Какую будем стенку ложить, Леш? Какую будешь? Вот эту боковую или ту? А угол залаживаем. Сейчас попробуем, бляха-муха, как оно будет. Если будет хорошо, может мы ее так быстро и всю за 2 дня сделаем. До завтра уже сделаем. Конечно, плохо, что все равно нету. Опа, смотрите, какая красота. Опа.
Вот она заливается прям во все щелки. Отлично, просто отлично получается. Зачем нужен мастерок? Тут он без мастерка. Так, Еще лопатку кинь сверху. еще лопаточку. Давай еще кинем лопаточку. Хотя уже вроде не светится. Ну. Отлично. Опа. Вот мастерок какой, ты видишь? Ты видишь, натянул я шнурочек по отвесу и сделал скользящий вот такой вот уровень. Теперь каждый ряд можно будет делать по уровню. Но так как нам нужно угол связывать, то такую же веревочку нужно натянуть и на эту стену, чтобы вести параллельно две стены и перевязывать уголок. Все понятно. Ставлю палатку на это же место, где мы были. Карлос, иди отсюда, пожалуйста. А? Расстилаем матрас в первую очередь. Опа. Накачиваю его. Уже в который раз мы сюда приезжаем. И я вам хочу сказать, как хорошо, что существуют такие быстрые палатки, которые можно поставить. Такие палатки, которые, ну, в основном сейчас на этих дугах, ну, их очень долго, друзья, ставить. Это ставится мгновенно практически. Сюда сбоку поставлю. Есть. Спальник сразу кинуть. Ну, все можно закрыть, потом уже стелиться будем. Все, готово. Так, Леш, что тут получается? Да, все уже вязал по уровню, по отвесу. Теперь осталось саму эту центральную. На, сделать. центральную натянуть, да? Да. Ну, это хорошо. Дела идут потихоньку. Главное все вот это вот настроить, а потом можно уже ложи и ложи. Как говорит, ляпи-ляпуху. Так, это ты куда? Это Ты вот сюда? коротенькие, туда на угол. Да. А, вот сюда вот будешь ложить, да? А, и туда ты уже всё отпилил. хотел давно у тебя спросить. А мы завтракать будем или нет? Обедать ты лучше спроси. Обедать сейчас Или будем. уже сразу? Да, что-то будем сейчас. Сейчас я приготовлю, что-то будем кушать. Так, друзья, позвонил мне Юра, товарищ, который на рыбалке. Вот сейчас находится. Собирается он домой, говорит, так что я сейчас иду туда к нему. Вот, помогу ему собрать все снасти. Ну и поговорю с ним, может он все-таки останется сегодня еще на ночь. А может быть ночью попробуем половить леща. Но не знаю я. Сейчас посмотрим. Поговорю с ним. Вот он и Юра. Как дела? Как рыбалка? Юрец. Ну, уже, наверное, минут 20 как прикипел.
Притихло, да? А 5 минут назад была поклевка, холостые. А то было только кинул, уже клюет. Уже клюет, да? Мелочевка? Ну такая средняя. Вчера Там же Алексей спал вот под этим навесом, ночевал. Вот когда землянку завалило, а да, вот это ты видел навесик. Там у него этот стоит прям под навесом, ну, чтобы на голову не падал. Там и матрас, там и одеяло, там и спальник у него есть. Все, короче, есть. Ложись и спи. Да, может быть, я Стаса Отдыхай. позвонил Сергей, это Чугуевский. Говорит, так и так, завтра поедете на рыбалку. Говорю, да поеду, ну, какого хрена. Ну, смотри, в общем, я тебе, Мне как туда говорится, уходить. уговаривать не буду. То скажешь, что я сорвал тебя. Вот, смотри, густерка хорошая. Короче, на жареху есть. Сейчас бы Да. пожарили бы рыбку на вечер. Это что-то есть. Там два пластирика. Так что, ты все-таки надумал домой? Да, ну, человек пригласил, уже ему сказал, да поешь. Вообще Нет, ни ну- даже мысли не было здесь вот так. Не, ну смотри. Давай, пакетик. Сейчас, да. Алексей уже тут, уже почти полземлянки выложил. Я думаю, сегодня ночевать тут будем. Так, Юрий, как ты, короче, так, думал, короче. Ну, человек уже пообещал, если бы раньше с тобой говорили про это дело, уже, может, я время, так он сказал уже, что пойдем. Время сколько? Как Надеюсь, не рыбалка? последний путь. Как рыбалка, Как говорит. Замечательно. грибочки есть. Замечательно. Пейзажи красивые. Жаль, что не надолго. Есть Мечта дела. рыбака. В следующий раз с ночевкой Туриста. давайте. Так, ну ладно, все. Да, Юра. Давай, Счастливо. счастливо, давай. Спасибо за Сейчас. компанию. Сало привяжу, чтобы он не